Всем привет, с вами Абема, и пока нет новых новостей про Made in Hell и нового интервью, мы с ребятами решили сыграть в Pixel Battle. Если вы не знаете, что такое Pixel Battle, то это пиксельная война между людьми. Один человек может поставить один пиксель в минуту, любого цвета, которого он захочет. Чтобы нарисовать что-то красивое, необходимо объединяться в команды, потому что поодиночке это будет слишком долго и ничего не получится. Думаю, я достаточно рассказал, чтобы понять, что происходило. Теперь необходимо увидеть. Итак, начинаем. Проснувшись с утра 3 апреля, я увидел новость о том, что Pixel Battle начался. Зайдя на само поле, я увидел какую-то закорючку, которая напоминала мне букву S. После этого мне пришла идея, а что будет, если я объединюсь со своими подписчиками и попробую написать что-то, что объединяет нас всех вместе. Затем я написал в своем ТГ-канале, кстати, подписывайтесь, о том, что Pixel Battle начался, и мне нужна помощь, чтобы написать надпись Scarlord, которая всех нас объединяет. После того, как мы совместными усилиями с ребятами сделали надпись, я предложил сделать рамку. После всего нас просто уничтожили. Через 10 минут, когда мы собрались силами, мы решили сделать новую надпись, но уже по соседству, с тем местом, откуда нас несли. Вот результат, мне кажется, получилось неплохо. Я думаю, сейчас можно начать упоминать всех тех ребят, которые помогали строить эту надпись. Вот они слева направо. Ой, не та фотка, вот они. Съемка сделана в середине 90-х. На ней лидеры самой кровожадной группировки России – Ореховской. Да, опять не то. Вот же они. Именно эти ребята положили начало нашей надписи. Если бы не они, надписи бы не было. Так что, спасибо, ребят. После постройки надписи я заметил что какой-то Брюс снизу от нас начал красть наши цвета и писать надпись в нашем стиле. Сначала мы просто оградились рамкой, а затем... Можно сказать что от Брюса ничего не осталось. Следом мне пришло вот такое сообщение. Недолго думая, я скинул ссылку на свое ТГ, и следующим шагом нас попросили заключить пакт о ненападении, потому что эти ребята строили снизу от нас и хотели сделать большой арт. Мы смотрели на этот союз очень скептически, потому что на эту территорию у нас уже были свои планы. Затем я написал в чат о своих предположениях и запустил стрим. На стриме мы договорились, что территория снизу остается нам, а ребята переедут направо. Мы же в свою очередь поможем ребятам закрасить покеболы, которые находятся справа. В результате мы начали закрашивать покеболы, что им явно не понравилось. Ну и собственно произошло то, что произошло. Примерно к этому моменту к нам присоединился еще один наш соратник. По итогу первый день мы закончили как-то примерно вот так. У нас неплохая надпись, есть перспектива снизу, также мы можем построить там арт. В общем и целом первый день закончился очень хорошо. На второй день особо ничего интересного не происходило. Мы продолжали закрашивать фон, а также начали делать арт. А также мы защищались от набегов мародеров. Также я запустил стрим, на котором к нам присоединилась еще целая куча соратников. В итоге мы закончили арт и продолжили заполнять фон. Тут мы заметили, как слева от нас упорно начали появляться красные пиксели. Через несколько минут мне в ЛС написала девочка с просьбой не ломать ее, она просто хочет построить сердечко. В итоге мы выделили ей немного места справа снизу и немного помогли построить. Эта девушка стала полноценной частью нашей команды в будущем и помогала нам строить арты. Мы продолжили закрашивать наш фон, защищались от нападений, но тут... В общем количестве на нас напало около 600 тысяч людей. Мы воевали с двумя населенными пунктами, а именно Оренбург и Бузулук. Быстренько договорившись с ними и объяснив, кто мы такие, ребята перестали нас трогать. И мы разошлись на мирной ноте. Кстати, совсем забыл сказать что сам арт нашел малыш на драйве, наш соратник. По окончанию закрашивания фона я начал голосование, в котором мы выбирали, что мы будем строить дальше. По итогам голосования победили 4 нолика. Scarlord использовал 4 нолика в своих клипах, обозначая эволюцию или что-то новое. План был примерно вот такой. Заодно, пока мы делали нолики, малыш на драйве придумывал, как бы нам написать Scarlord на японском. Кстати, на этом мне нам помогал Владик и Ваня. И пока мы занимались там своими ноликами, своей надписью Scarlord на японском, внизу производилась настоящая резня. Резня поняшек. И потом началось вот это. Короче, смотрите, вот этот весь фон, начиная вот отсюда и вот так, надо вот таким вот цветом, просто чуть-чуть похожим цветом, да, вот этим вот. Замулевываем все быстро, очень надо. Замулевать все таким же цветом, чтобы просто себе забрать эту, как бы, эту территорию попиксельно. Да. Вот этим вот он, смотрите, вот он цвет. Давай, пошло дело.
Не-не-не, именно фон. Ничего остальное не трогайте. Остальное не трогайте. Именно фон, чтобы они даже не заметили. Да. Там лицо не делайте, просто забираем фон, и они такие, ну ладно, типа, и оставят, а у нас тут будет уже больше пикселей под нашей территорией, нахуй. Сука. Конечно, да. Ладно, раз уж на то пошло, смотрите, тут уже получается, что это буква К, это буква А, это буква Р. Ну, короче, 5, вот она, вот видите, тут 5, ОР, К, ну прям хорошо подойдет. Ладно. Вот этим вот цветом, чтобы одинаково было, чтобы они потом не переделывали, блядь. Надо быстрее цветом просто... Такой удар пережить было очень трудно. Нас снесли буквально секунд за 40, может 50. Ничего не осталось, ничего кроме очертания арта, ничего кроме очертания букв. Потом еще и гадости на буквах написали после пятерки. Но мы справились. Кстати, я только заметил то, что в чате у пятерки много людей писало: не надо, зачем, идиот и так далее. Спасибо, ребят, за поддержку. Спасибо всем, кто остался неравнодушным. По его выражению лица, мне кажется, ему самому стало стыдно. И возможно, то, что он сделает в конце Pixel Battle, это является как бы извинением перед нами. Увидите дальше. Спустя 50 минут у нас уже была готова надпись и практически готов арт. Вскоре после нападения пятерки меня посетила идея, что любят практически все люди. Вот именно, котиков. А что есть у Скарлорда? 2 лысых котика. И поэтому мне пришла идея построить лысого котика. Пока Оренбург занимался тем, что нарушал наши границы, я сидел в фотошопе и пытался сделать серого котика. В итоге у меня получилось что-то типа того. Глаза я выбрал зеленые, потому что у Скарлорда есть вот такая фотка. Ну и поздней ночью мы начали строить наш арт. Начиная с раннего утра третьего дня, боты начали свое дело. Ну точнее, они были еще до этого, но я про них не упоминал. К нам присоединился еще один соратник. Так как нам было нечем заняться, мы просто убирали желтый фон, который нам сделала пятерка. В это время боты упорно пытались двинуть наш арт на 1 пиксель вниз, но мы успешно защищались. Резко, откуда ни возьмись, появилась надпись Doom прямо над нами, буквально за 20 секунд. Никто из нашей беседы понятия не имеет, кто мог это сделать, кто ответственен за это. Мы этого не делали. Кто-то просто подключил ботов, и эти боты начали защищать наши территории, и забрали территорию сверху. Мы просто понятия не имели, что нам дальше делать. Мы просто радовались, что можно будет спокойно отдохнуть хотя бы несколько минут. Ну и теперь, наконец-то, я могу вам показывать видосы из таймлапса, потому что таймлапс начался только с 3-го дня. Огромное спасибо вот этому каналу за единственный созданный таймлапс по этому Pixel Battle. На экране вы можете увидеть нашу ожесточенную битву с флагом России. Нас просто атаковала вся страна. Как мне, так и ребятам в ЛС писали очень смешные люди, которые были за флаг России. Мы с ребятами не оставались в стороне и тоже писали им. Также к нам присоединился еще один соратник. Драка с флагом России была долгая и упорная. И пока все это происходило, ботоводы опять включились и резко нарисовали нам логотип. И логотип не абы кого, а лорда Хизи. Все мы опять же были в шоке. Сам лорд Хизи этого не делал. А затем, спустя пару десятков минут, надпись Doom сменилась на другую. Если честно, мы были немного в шоке, потому что никто не знал, кто это сделал, и по сей день это является тайной для нас. Но кто бы это ни был, большое тебе спасибо. Радоваться нам оставалось недолго, потому что ботоводы на Ив просто снесли нашу надпись Лорд Хизи. Вроде бы ничего такого, ее же все равно написали боты, но неприятно. Единственная польза от этого рыцаря это то, что флаг России ушел от нас очень далеко. Наш соратник Мишаня очень хотел нарисовать черное сердечко, в чем мы ему помогли. Ночью 3-го дня Ив напали на нашу надпись своими ботами. Просто нарисовали там своего никчемного рыцаря и свою дебильную надпись. Так как они напали на нас в позднее время, нас было очень мало, но все же мы стерли основную часть надписи, а я написал ему в беседу очень много ласковых слов. Они ответили что-то вроде: мы ботоводы и мы будем воевать любыми способами, и нам все равно. Проснувшись с утра, мы просто убрали надпись Майнкрафтера, который залез на наши нолики, а также убрали рыцаря. После чего у нас было много свободного времени, которое мы решили потратить на то, чтобы объяснить Ив, кто они такие. Мы написали им большую надпись «Позор», которую они стерли с помощью ботов, и пытались написать им то, что они боты, которые они тоже стерли с помощью ботов. К концу 4-го дня к нам присоединилось еще 2 соратников, которые защищали наши арты. Кстати, вместе с надписью Абема нам сделали желтую обводку вокруг артов. Начиная примерно с середины 4-го дня на Pixel Battle вышла обнова, которая пофиксила всех ботов. Боты больше не могли зайти на сервер Pixel Battle. Да что уж там боты, даже новосозданные аккаунты не могли зайти на Pixel Battle. Сейчас вы можете увидеть, как быстро ботоводы на Ив сдулись, как быстро их начали ломать, и они не могут ничего сделать своей маленькой беседкой.
Пока мы спали, надпись Абема немного пострадала, но как только мы проснулись, противник был уничтожен. Кстати, мы написали надпись Изи и немного стали очищать территорию слева, чтобы нарисовать там его логотип. В целом, 4-й день прошел довольно спокойно, но потом начался вечер. Остался последний час до конца Пиксель Батла, и тут Пятерка запустил стрим. После этого мува я подумал, что Пятерка будет закрашивать фоны всех людей, чтобы получить больше пикселей. И в итоге произошло вот это. Ебать! Бля, чё мне сейчас рассказали, это пиздец. Бля, ребят, это реально полный пиздец. Короче, я вот этих ребят предупреждаю, то что сейчас вот эти справа, они будут нападать и себе вот эту территорию отжимать. Я просто предупреждаю, то что, вы поаккуратнее будьте, потому что они сейчас отожмут себе теру. Блять, я просто хочу предупредить, что, там, пиздец, они... Во, вот сейчас вот пошла. Не, слава богу, что я предупредил, потому что, так бы я был бы, реально полным разломом. Нам скажут, что через минут 5 все сломают. После этих слов я подумал, нам конец. Просто он сейчас отберет у нас территорию, закрасит нам все полностью, и нам опять час восстанавливаться. Но до конца Пиксель Батла было всего 15 минут, мы бы не успели восстановиться даже наполовину. Слева от нас было куча людей, они их всех сломали в наш цвет. Мы следующие 100%. Но после помощи нам Пятерка просто ушел защищать своего арта и защищать арт своего друга. И вот осталось несколько десятков секунд до конца нашего сражения. Блять. Кто-то просто решил кинуть растворитель прямо в мордочку кота, прямо в середину. Мы пытались убрать максимально что могли, но не смогли убрать все синие пиксели, и поэтому кот остался немного со слезками. Но это, я думаю, самый минимальный ущерб, который мы могли получить за весь Пиксель Батл, за окончание этого длительного сражения с таким гигантским артом. В итоге мы получили просто огромную территорию, которую видно с левой части карты просто идеально. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем ребятам, которые сидели до конца, сидели каждый день, сидели ночью, занимались этим очень долгое количество времени. А именно генералы пиксельной войны. Вот без этих ребят у нас бы ничего не получилось. Они онлайнили больше всех, ставили больше всех пикселей, выдумывали арты, сидели по ночам. В общем, просто прекрасные ребята, спасибо вам огромное. И спасибо всем остальным, которые просто участвовали в этом видео, которых я показывал хотя бы раз. Спасибо вам тоже за то, что вы участвовали в какие-то определенные промежутки времени. Вот так и закончился Пиксель Батл 2023 года во ВКонтакте. Я постарался вам рассказать о самых интересных событиях, которые с нами происходили за все это время. Еще раз спасибо всем, кто меня поддерживал, всем удачи и всем пока.